Друзья, всем привет! Меня зовут Полина, и вы находитесь на моем YouTube-канале. Сегодня я хочу разобрать тему подачи документов на Digital Nomad в Испании. Разобрать на примере своего кейса. Кейс у меня не совсем обычный. Во-первых, у меня нет диплома, во-вторых, у меня зарплата в крипте. Так что у кого либо аналогичная ситуация, либо, как я предполагаю, все-таки история с криптой, обязательно оставайтесь, я дам очень много подробной информации. Но перед началом, пожалуйста, не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео. Погнали! Начнем с того, что я, естественно, из IT. На протяжении 9 лет я работаю продакт-менеджером, и, собственно говоря, с этим кейсом я пошла подаваться. Далее мы подробно пройдемся по каждому из документов, которые необходимы, подробнее затрону тему подтверждения опыта, который был необходим, и тему с транзакциями, с тем показать, как правильно выстроить непосредственно кейс. Вот здесь вот где-то слева, справа, может быть везде, и вот тут вот тоже будут скриншотики документов без какой-то личной информации, но там будет понятно, как именно и что я делала. Пункт 0, который должен знать каждый, кто подается. Вы не можете податься самостоятельно. Точнее, можете, но у вас должна быть электронная подпись Испании. В связи с этим очень многие обращаются непосредственно к помогаторам, так называемым. Обычно у них есть разные типы услуг, начиная с полного подбора документов, но я, честно, не представляю это, как я брала именно этот кейс, чтобы вообще ни о чем не париться. В итоге собирала абсолютно полностью все я. Помогаторы сделали 3 документа, то есть просто заполнение форм. Либо же, если у вас есть знакомые в Испании, у кого есть электронные подписи, они также могут подать вас. Второй немаловажный пункт, то что подаваться вы можете, только находясь на территории Испании. Находясь на территории любой другой страны, подаваться нельзя. Пункт из списка, который будет, это печать с визы и печать о том, что вы пересекли границу. Границу вы могли пересечь не обязательно в день подачи, но вы должны на этот день находиться на территории Испании. Первый пункт – это доверенность на человека, у которого есть электронная подпись, которая, собственно говоря, будет вас подавать. Если вы это делаете через помогаторов, они зачастую дадут вам этот документ, скан этого документа. Если вы делаете не через помогаторов, через знакомых, то, собственно говоря, там за заполнение абсолютно по шаблону. Вот тут вот покажу, как выглядит этот документ. Следующие 2 пункта – это заявление по форме 790 и заявление в MIT. Это формальные документы, которые необходимо заполнить, и здесь у вас уже должно быть понимание, чьей электронной подписью вы воспользуетесь. Опять же, если вы это делаете через помогаторов, они вам просто заполняют сразу эти формы и присылают. Если вы делаете через знакомого, то, возможно, он тоже поможет вам заполнить, там ничего сложного. Вот тут вот покажу, как они выглядят. Следующим пунктом я разберу контракт с вашей текущей фирмой. По требованию государства вы должны работать на компанию не менее 3 месяцев. В моем кейсе я была ИПшником. История с наймом немножечко другая, потому что там необходим соцстрах. И тут я скорее не подскажу, просто есть свои сложности с соцстрахом. В кейсе же с ИП я вместе со своим работодателем делала договор. Договор делала отдельно. Для тех, кто работает в больших корпорациях, возможно, это вызовет сложности. Я работала в небольшой компании, и сложностей не возникло. Ребята вошли в мое положение, и мы сделали тот договор, который нужен. По сути своей, это тот же договор, который есть, но в договоре мы экстра сократили количество страниц, так как далее, после того, как у нас будут готовы документы, их нужно будет переводить. Переводить так называемым хурада-переводом. Это перевод присяжных
переводчиков, и каждая страничка стоит денег. Соответственно, если у вас контракт на 40 страниц, можно попасть вообще в легкую 1000 на 1,5 евро, если не больше. Вот, поэтому мы сокращали мой контракт и меняли условия, прописанные условия по заработной плате, по бонусам и как это все рассчитывается. Почему меняли? Во-первых, потому что у меня зарплата была указана в долларах. Для простоты картины я решила, что ее можно указать в евро. Плюс контракт у меня был на год с пролонгацией. И мы намеренно переделывали этот контракт, делали бессрочным. Я не помню, пишут ли об этом в гайдах, но лучше делать бессрочный контракт, чтобы точно никаких вопросов не возникло, так как это не наемный работник, и, по сути, ИПшника можно уволить хоть вчера. Помимо того, что я зарплату перевела в евро, я зарплату также перевела на почасовку. Почему? Потому что мой работодатель каждый месяц переводил мне разную сумму денег в крипте по тем или иным обстоятельствам. То есть это была там не фиксированная цифра, а где-то на $20 больше, где-то на $100 меньше и тому подобное. И, соответственно, я не могла понять, а как же мне сказать то, что я получаю стабильно одну и ту же сумму, потому что вычеты были там по своим причинам. Я написала в контракте, что работаю по часовой ставке не менее такого-то количества часов в месяц, и то, что средняя заработная плата у меня составляет столько-то. Важная ремарка. Я знаю то, что очень многие, кто подается, проходят по минимальному порогу, это что-то типа 2700, по-моему, евро в месяц. Я намеренно подавала всю сумму, даже, налоги, конечно, больны, но я решила, что лучше я сразу буду прозрачной, не буду ничего махинировать, потому что это очень сильно забирает энергию, ты думаешь, ай, как, 200 евро сэкономил, потерял 2000, короче. Вот, поэтому я подавала сразу всю сумму, и, возможно, поэтому у меня также было супер быстрое одобрение. Как в контракте прописали мы почасовку, я покажу вот тут. Окей, следующий пункт – это подтверждение деятельности вашей компании. Я подавала свидетельство о регистрации компании и, по-моему, постановка в налоговую, что-то такое, аналог российских, ЕГРЮЛ, вот эта вот вся вот история. Обычно у работодателя, если запрашиваешь, они отправляют как общая информация о компании, которая в открытом доступе. Окей, а теперь самый интересный пункт. Как же я показала транзакции? Я не знаю, с каким количеством людей я пыталась выяснить, как это правильно сделать. Даже с моими девочками-помогаторами, я бы сказала, что мне практически не помогли. И я самостоятельно придумывала, как это делать. Плюс писала людям, которые тоже с кейсом скрипто, и все супер уклончиво отвечали, как будто бы, не знаю, в какой валюте они получают деньги и за что. Но люди почему-то очень боятся и стесняются этих кейсов, но ничего там страшного нету. Как я сказала, я жила в Грузии, и я выводила деньги с крипты через P2P, либо просто обналичивала не забыла, как это называется. Обналичивала, у людей специализированных крипту. И для документа, который я собирала, мне необходимо было что? Выписка с моего грузинского счета, то, что ко мне приходят те деньги, которые присылают мне в крипте. Б. Транзакции из крипты. С. Я писала еще дополнительно сопроводительное письмо по поводу того, как эти документы читать, что на них есть. Сложности с банком. Во-первых, так как до начала подготовки мне не было необходимости выводить сразу всю зарплату на счет, я переводила, не знаю, по 200, по 300, по 400, по 500 долларов на счет, и окей. А тут нам нужно было показать, что
2 раза в месяц мне приходит зарплата в одно и то же время, и там одинаковое условно количество, то, что это постоянно. И тут я такая, пу-пу-пу, а что делать-то? И во время подготовки кейса я начала каждый месяц, 1-15 числа, когда приходит зарплата, я начала деньги снимать и просто класть руками через АТМ на карту. Почему так? Для того, чтобы не доказывать ничего про P2P, то, что от разных людей какие-то деньги приходят, ну, смысла нету. Проще подзаморочиться и покидать на карту. Вот, соответственно, делала я это в течение 3 месяцев. Есть, конечно, маленькие хитрости, которые я еще сделала, вот, но в целом, да, на протяжении 3 месяцев, так как они требуют, кстати, они требуют 3 последних инвойса, но кажется мне, что это примерно как раз-таки 3 последних месяца, потому что требует минимум 3 месяца работы в компании. Выписка со счета банка состояла исключительно в приходах этих денег. Не было ни состояния счета, ничего. Это все не нужно. Нужно просто показать вот эта сумма, которую мы показываем, пришла на счет. Выглядело это вот так. Следующий пункт – это выписка с Тронскана. Я давала напрямую ссылки на Тронскан, я делала отдельно скриншот Тронскана и выделяла на нем кошелек, с которого пришло, кошелек, на который пришло. Далее в сопроводительном письме я писала то, что мне такими-то, такими-то числами отправляют с такого-то кошелька на такой-то кошелек зарплату. Все, вот все доказательства. Также, так как они какие-то инвойсы требовали, инвойсов у нас никогда не было, это, по сути, штука, которую я просто нарисовала в конве. То есть, что такое инвойс? Это меня запрос как ИПшника работодателю о том, что пришлите мне деньги. Вот, все. Выглядит это вот так, все супер просто сесть, подзаморочиться немножечко, конечно, и сделать. Ну что, практически половину документов мы разобрали, и самое сложное, конечно, разобрали, но идем дальше. Следующий пункт – это письмо от компании о том, что вы работаете удаленно, и то, что компания разрешает работать на территории Испании. Это шаблонное письмо, которое нужно, чтобы подписал SEO, по-моему, SEO. Не суть, наверное, кто подпишет. Вот, выглядит это примерно так. Просто ставьте свои данные. Следующий пункт – это подтверждение стажа работы. Как я упомянула изначально в моем кейсе, у меня нету диплома о высшем образовании. Так произошло. И я тоже думала, как мне это правильно доказывать. В итоге я просто взяла договор, который у меня был с предыдущей компанией, и там у меня набралось 3 года стажа, который необходимо было показать. То есть ты либо показываешь диплом, либо показываешь 3 года стажа. Следующий пункт – это письмо, где я, как ИП, обещаю встать ИП в Испании. Письмо выглядит вот так вот. Тоже достаточно стандартная форма. Мне ее давали девочки-помогаторы. Здесь мы просто обещаем то, что мы будем налогоплательщиками, не бойтесь. Следующий пункт – это справки о несудимости. Так как я прожила более полугода до переезда в Грузии, я брала справку о несудимости в Грузии, которая делается за 1 день. Ну, за экстра плату за 1 день, но в целом там неделя и что-то типа 30 лари. Это супер быстро. И следующее – это справка о несудимости российская. За ней я ездила в Москву. А теперь мы переходим к финальным стадии сбора документов, которые вы уже делаете, когда приехали на территорию Испании, либо за день до приезда вашего на территорию Испании. Если вы до этого дошли, я вас поздравляю, вы уже у цели. Первое – это скан паспорта с печатью о
прибытии на территорию Испании. Очень важно, если у вас, допустим, французская виза, и вы въезжаете через Францию, вы обязательно должны будете то ли в полицию, то ли в аэропорт съездить, чтобы вам поставили печать о прибытии непосредственно в Испанию. Так вы доказываете, что вы находитесь на территории Испании и подаетесь с территории Испании. Как я говорила раньше, это супер важно. Кейсы без этой печати просто уходят на дозапросы. Собственно говоря, когда у вас есть печать, вы можете уже сделать следующий пункт. Это копия всего вашего загранпаспорта. Нужно сделать копию каждой странички в электронном виде в PDF-формате. И следующий пункт, также по прибытии, это оплата ТАСы, оплата пошлины по форме 790, которую мы с вами с самого начала заполняли. Я заплатила 74 евро, и делать это можно либо в кассах, либо через банкомат наличными. Это банкомат BBVA, в целом все супер просто. Если нужна будет инструкция, как это делать, если вы вдруг еще не нашли, пишите, я скину ссылку. В целом такая общеизвестная ссылка, но не буду делиться, просто так напишите и поделюсь. Сейчас хочу с вами поговорить немножко еще про Хурада-переводы. Я делала Хурада 4 документов. Это российской несудимости. Делала только российской, так как грузинскую я заказывала сразу с официальным испанским переводом. Следующий документ – это подтверждение наличия опыта, то есть у меня это был старый договор, новый договор, не новый, а текущий договор с вашей компанией. И уставной документ компании, то есть подтверждение деятельности компании тоже Хурадила. Там еще была сложность то, что он был на греческом, так что было весело. Касаемо стоимости Хурада переводов, я на текущий момент уже не помню, сколько у меня было страниц, но заплатила я практически 500 евро. При том, что мы контракты все уменьшали, количество страниц уменьшали, но все равно вышла неприятная сумма, но я знаю то, что у многих суммы сильно больше. Итак, финал. Деньги, деньги, денежки. И сейчас я хочу с вами еще поговорить по поводу того, а сколько же у меня вышла вся подача. Сразу хочу сказать то, что все кейсы уникальны, суммы у всех разные, кто-то еще с женой, с детьми подается и тому подобное. Поэтому можно ориентироваться на примерные цифры, но это не является истиной в последней инстанции. На помогаторов я потратила примерно 600 евро. Я брала изначально консультацию и потом уже полное ведение. Оплата ТАСы 75 евро. Хурада переводы 500-600 евро. Да, собственно, и все, наверное. 1000 с лишним евро выходит на меня подача на одну. В целом за 1,5 месяца я собрала все. И 25 или 26 августа меня подали. И у меня был супер редкий кейс. Меня одобрили за 2 недели. Даже мой помогатор была в шоке, потому что на тот момент те, кто подавался в июле, их еще не одобрили, не было никакой информации. Меня сразу хоп-хоп сказали: девочка, bienvenida. Bienvenida de España. Поэтому, да, теперь я тут. У меня есть прекрасная ВНЖ на 3 года. И даже страшно то, что уже прошло практически полгода с его получения. Но в завершении видео я хочу сказать тебе, да, тебе, тому, кто смотрит это видео. Первое. Ничего не бойся. У тебя все получится, и если ты смотришь это видео, я думаю, ты смотришь его абсолютно не случайно, значит, где-то у тебя есть либо мысли, что ты хочешь переехать, либо же ты уже на пути. Я желаю тебе не останавливаться, вообще ничего страшного нету. Тут потрясающе, просто потрясающе. Второе. Если есть какие-то вопросы, если я что-то забыла,
не рассказала, пожалуйста, пиши в комментариях. Я отвечу на все вопросы, секретов секретных никаких нету. Пиши. Ну и третье, не забудь поставить лайк этому видео. Я очень надеюсь, что хотя бы одному человеку это поможет, потому что ко мне уже приходили с вопросами: Полина, а как это, а как это, а как это? Все просто, информацией нужно делиться, и я очень надеюсь, что она действительно кому-то поможет. Всем спасибо большое за то, что смотрели это видео, и хорошего вам дня, вечера, хорошей вам жизни. Обнимаю.